И всем здравствуйте, мы находимся на глобальном сервере, а у нас сегодня 14 апреля, и речь пойдет про баннеры сезона. Ну а прежде чем начинать, я напомню вам, что есть такой магазин BuffBuff, да, и если вы донатите, то я буду очень вам признателен, если вы будете донатить по моей ссылке. Это не реклама, это просто моя просьба. Также напоминаю, что в разделе рынка сокровищ во вкладке ежемесячно есть кнопка «Поддержать автора». И мой код указан всегда в видео, да, где-нибудь в углу. Вводите его, если еще не вводили. И за это, естественно, я тоже буду вам признателен. Можете вводить здесь, можете через сайт, который указан в описании. Теперь давайте продолжать. Давайте начнем со стандартного баннера. У нас после обновления, да и вообще в принципе всегда доступен стандартный баннер призывы с гелиолитов. Я его не советую никогда крутить. Почему? Потому что в нем нету никакого гаранта. Вот, например, как вот в таких баннерах, где мы можем выбрать представленного героя в баннере. Там бывает один, бывает несколько, да. Но есть два исключения, когда нужно все-таки его крутить. Во-первых, для новых игроков, которые раньше его не использовали, этот баннер, которые вот только создали аккаунт. И здесь есть скрытый гарант. До 20-го призыва вам упадет случайный легендарный герой. Если вам сильно повезет, это может быть какой-то эксклюзивный герой, либо редкий герой. Но это, конечно, маловероятно. И второе исключение — это пророческие призывы. Это у нас событие ограниченное по времени, да, и если у вас какой-то есть хороший код, то есть вы его сами получили, либо у кого-то взяли, либо с кем-то обменялись, то, пожалуйста, можете его здесь использовать и попризывать нужных вам героев. Но здесь есть нюанс, связанный вот с тем самым гарантом. То есть до того, как вводить код, сделайте 20 призывов. Получите, ну не 20, либо 10, когда вам легендарный герой упадет случайно, да. То есть вы расходуете этот гарант, скрытый, а потом уже вводите код и затем уже призываете нужных вам героев. Также в этом событии доступно 30 вот таких вот ограниченных гелиолитов. Ограничение связано с тем, что мы их использовать можем только здесь. В остальных случаях избегайте этот баннер, как я уже сказал, здесь гаранта никакого нету. И вы просто потратите, скорее всего, ресурсы и получите ничего хорошего. Какой баннер у нас здесь идет еще на старте игры, да, когда вот мы начинаем играть? Ну, для ветеранов доступен вот такой сборный баннер. Это у нас баннер такой специфический, у нас такой впервые. Суть работы, я думаю, что вы знаете. Если не знаете, ознакомьтесь, видео есть на канале. Здесь у нас доступно 800 призывов. И вот с такой вот картой, да, когда у нас на определенный призыв мы получаем дополнительного героя. То есть это у нас герои даются не как вот выпадение, да, потому что это у нас дополнительный герой. То есть у нас на 100-й призыв, если нам, конечно, совпадет вот так вот, да, то может упасть и здесь самого баннера легендарный герой, и еще здесь дополнительного мы заберем. То есть это не то, что вам будет выпадать на 100-й призыв именно с гелиолитов. Надеюсь, вы это понимаете. И, соответственно, вот эти вот полученные герои, они никак не влияют на счетчик гаранта. Того самого, который скрытый на 1000-й призыв. Ну, в принципе, все. Других тут нет. А, нет, подождите, есть. И вот этот вот, который на 70-й призыв на получение легендарного героя, если раньше он не выпал. Кого здесь я советую выбирать вот в этом баннере-конструкторе? Суть работы, я думаю, что вы уже поняли, как он работает, да? Я советую игрокам, которые перешли, допустим, с первых сезонов, либо со вторых, но не успели получить, допустим, ту же самую билдель, я бы советовал здесь добрать билдель и шину. Также можете здесь... нет, подождите, тут одна эксклюзивная будет героиня, так сказать, ледяного взрыва. В общем, билдель и шину. А редкого героя поддержки я бы выбрал, например, Филосию, если у вас ее нету. Крутить после 300-го призыва, ну, я бы не советовал. Почему? Потому что все-таки до следующего вот этого гарантированного дополнительного героя нужно целых 500 призывов. Судя по отзывам игроков, здесь вроде бы падает довольно-таки щедро. Но лично у меня вот за эти 300 призывов ничего до гаранта не упало. Ну, я имею в виду этот дополнительный герой. Помимо ледяного взрыва, если он у вас, допустим, есть, лично я выкручивал бы ауру. То есть, если у вас ледяной взрыв есть, я бы здесь поставил, допустим, Торесию. Почему? Потому что она здесь уже показала в начале сезона. Ну и судя по Китаю, мы видим, что они неплохо играют. Да, для там сложных режимов типа там 3-4 воронки бывает, что герой поддержки обычного там недостаточно. И нужны эксклюзивные герои поддержки, как, например, вот этот вот Скар, тролль. Очень сильный герой, у нас связь стихии здесь с огнем. И без него они чувствуют себя очень-очень некомфортненько и умирают очень-очень ранненько. Плюс ко всему, с континентального испытания я уже показывал, что вот эта Торесия, вместе, кстати, с Анелизис, которая у нас была доступна, вот баннер по вот этому событию, которая, скорее всего, для новых игроков, да, тоже будет повторяться. Они уже неплохо справляются на континентальном испытании и наносят вполне себе приличный урон, то есть более 400 миллионов, при том, что у нее даже своего артефакта еще нету. Это вполне себе неплохо. На скоростных прохождениях они себя уже показали, то есть уже могут. То есть я думаю, что они найдут применение, и плюс ко всему и в шахматах в том числе. Если вы принципиально не хотите ауру выкручивать, если у вас есть билдель, да, ледяной взрыв,
то можете здесь, например, выбрать уже неустрашимых, начать собирать неустрашимых. Я бы посоветовал вот на 300-й призыв поставить Жевеньев. Она же Гуин Вивар, она же Ножницы, она же Кукла, вот ее. Настенку я бы посоветовал выкручивать в последнюю очередь, потому что у нас в этом сезоне, я дальше скажу, будет баннер на еще одного эксклюзивного героя неустрашимых, и он гораздо важнее, чем, например, Настенка. Поэтому здесь можете ставить Гуин Вивар. Ну а героя поддержки, например, можете выбрать, я не знаю, ту же Зефи. Либо, если у вас второй герой будет с какого-нибудь Мороза, либо Яда, можно поставить там Агока, Зефи, но в первую очередь Филосию, если у вас ее нет. И если у вас здесь будет лед. Если у вас будет свет, я бы поставил тогда здесь героя Ацилию, если у вас ее нет. Если же у вас все это есть, и вы думаете, кого крутить дальше, ну, можно, например, рассмотреть вариант с горением. И конкретно я бы даже не Ашетиуса брал, хотя он тоже прикольный чувак, да, но я бы взял Пайкстона. Потому что Пайкстон играет вместе с Дуремом и Карфом. Карф вот он здесь, Дуремчик у нас где-то тоже здесь спрятался, вот он. И уже на континентальных испытаниях в этом сезоне уже видно, что они неплохо, очень высокий урон показывают. Если же вы хотите добрать свою команду, например, разъедания, то есть не успели собрать Рука, то, пожалуйста, ставьте здесь Рука, добирайте ему плюс 5, и все будет замечательно. Плюс ко всему можете здесь там добрать того же Агока на плюс 5. Было бы неплохо, если, конечно, у вас остальные герои поддержки есть. Что насчет вот этого Волка? Так как у меня, в принципе, уже и Рук плюс 5, у меня Билдель плюс 3, у меня там горение есть. Ну, то есть у меня уже такой заряженный, можно сказать, аккаунт, хотя не сильно, но я его поставил для того, чтобы играть на шахматах и на арене. Я пока еще не успел им толком поиграть, но явно, что он сильный. Я не знаю, как он будет играть в PvE контенте типа вот, например, боссов континентальных, либо финальных. Я думаю, что он найдет применение, насколько хорошо, не знаю. Я думаю, что урон у него будет не очень большой, но он будет. И возможно, что он будет играть лучше, чем тот же Азул. Потому что Азул вообще никакущий был, и мы его нигде не использовали. Насчет дикарей, Хвитар, ну вопрос такой спорный. Я бы не ставил никакую флору, потому что команда дикости в новом виде. У нас будет в этом сезоне новый эксклюзивный герой, я тоже попозже его покажу. Я бы не стал ее выкручивать, потому что дикость у нас играет довольно-таки плохо и редко. То же самое с Хвитар. Она, в принципе, в шахматах сейчас благодаря Анелизис заходит. И благодаря некоторым командам, которые могут использовать ее казнь. Плюс ко всему появится Этерил, новый герой, тоже попозже скажу, который может вывести вот вместе с Хвитар на какой-то более-менее приемлемый урон. Это все равно будет слабый урон. То же самое я бы сказал для Перкунта и Ароры. Я бы не стал их брать, потому что, ну, они как-то себя пока что слабо показали. Насчет Лильванис, вообще, в принципе, Лильванис ни разу еще не подвела, и все сезоны до этого, до обновления, она показывала очень даже неплохой результат. Можно ее выкручивать. Если у вас уже есть ледяной взрыв, если вы не хотите заниматься аурой, ну, хотя, конечно, желательно было бы. И если неустрашимых вы собирать не планируете, хотя, опять же, желательно. Вот после ледяного взрыва, после неустрашимых, после ауры я бы призыв, в принципе, собрал бы. Ну и горение. Горение хотя бы в лице Дурема и Пайкстона можно было бы собрать. Ну и, соответственно, если вы хотите ледяной взрыв усилить, правда, в этом баннере, по-моему, не получится, в следующем там Фрингунду заберете. Насчет чорок. Если он у вас есть и вы все-таки хотите попробовать собрать команду дикости, если у вас Скар есть, если вам повезло и он выпал, у вас есть флора, у вас есть там чорок, то можно чороку артефакт добрать, да, потому что появится новый дикарь, и мне кажется, что они могут в таком топовом составе играть очень неплохо. Лучше, чем аура, либо нет, вот этого вот не знаю. Я еще не тестировал, в Китае я таких команд не видел. Насчет Сецидис, стоит ли ее добирать? Ну, судя по тем вяленьким тестам, неточным на тест-сервере, она как-то, вот если у вас шмыгли уже плюс 5, где она там у нас? Если у вас шмыгли плюс 5, то я бы ее, допустим, брать не стал. Может быть, одну копию для коллекции, шмыгли вот это вот. Потому что урон шмыгли плюс 5, точнее рука со шмыгли плюс 5, либо Сецидис, без пробуждения у меня получался одинаковый. Такие вот дела, это у нас все, что касается призыва тени. Также для старых игроков у нас на старте сезона доступен баннер с билетами, да, за сезон. Ну, это понятно, здесь говорить нечего, просто выкручивайте, получаете то, что получаете, и, соответственно, думаете, что делать дальше. Есть баннер для всех, да, с вот такими вот героями поддержки 6-го, в том числе, сезона. И у нас здесь на выбор будет целевые вот эти герои, это у нас Персей, вот этот боевой гусь новый, и Стегоморфин. Я бы его не советовал крутить вообще. Потому что ресурсов вы потратите много, а эти герои не принципиальные. Что первый, что второй. Гусыня, вот этот вот боевой гусь, он вроде бы неплохой, но не принципиальный. Поэтому я бы не стал сюда тратить ресурсы. Но если вы верите, что вам повезет, и вам что-то может упасть, либо вы донатер такой высокий, то можете попытать удачу вот с этими эксклюзивными героями поддержки. Очень сильный волк, Бип-Бип пока что такой сильный, но вроде бы не обязательный.
волк при этом выглядит посильнее. Может быть, вам они упадут, поэтому ресурсы позволяют, пожалуйста, крутите. Если аккаунт у вас еще такой не сильно развитый, то, может быть, вам еще попутно повыпадают какие-то герои поддержки, остальные вот эти вот, в том числе редкие. Можете попробовать. Если вы рискнете и будете крутить даже до гаранта, то есть на 1000-й призыв, готовы это делать, то учтите, что есть риск, да, что вам упадет бибип, а не волк, если вы хотели волка. Хотя бибип тоже сильный, но пока что, мне кажется, он не принципиальный. Также у нас на старте сезона был доступен, уже закончился, но у вас он еще будет. Сейчас, подождите, вот этот баннер с Analysis. Крутить ее или нет? Это у нас герой ауры эксклюзивный, да, в честь обновления, в честь годовщины. Честно, я к ней скептически относился. Она сама по себе вроде бы не такая уж прям сильная. Лечение без героев ауры у нее слабенько, но она сейчас играет везде. Она у нас играет на шахматах, она у нас играет на арене, довольно-таки много грязи делает. Плюс ко всему, если лучницу вы будете забирать, а лучницу, скорее всего, вам придется забрать, потому что довольно-таки сильная связка, вам Analysis нужна будет. Она, много у нее функций, сами знаете, если вы видели этого героя, там кучу всего напихали в нее, она вам будет нужна. Если вам повезет добрать, допустим, 2 копии там, да, либо даже 3, а если еще и 4, то это вообще шикарно будет. То есть пробуждение, первые 3 пробуждения у нее сильные. Кроме первого, по-моему. Так что забирайте, я думаю, что она вам пригодится, тем более, что у нее есть синергия за счет пассивного навыка и за счет навыков, которые связаны с эффектами такие поддержки. Она может играть с любыми другими командами и героями. Поэтому забирайте, если ресурсы позволяют. Вот про этот баннер я говорю. Это у нас картинка старая с тест-сервера. И там у нас, помимо этого, еще вы можете добрать героев ауры, да, каких-то. И плюс ко всему некоторых героев поддержки, в том числе, может быть, вам упадет огок. Через неделю после этих баннеров у нас стартует уже баннер с рейтой. Кто не знает, что это за герой, довольно-таки полезный. И я бы советовал, если у вас ресурсы позволяют, его по-любому забрать. Хотя бы одну копию. Если вам выпадет еще одна, то есть будет 2, это будет замечательно, потому что, скорее всего, этому герою рано или поздно добавят еще и артефакты. И вы тогда его сможете забрать, если он окажется очень сильным. Ну и попутно у вас опять же могут выпасть какие-то редкие герои. Я уже этот баннер открутил. И, конечно, я не советую смотреть это видео. Видео есть на канале, вот сегодня выложу. Если вы не жалеете свои нервы, если вы не хотите себе портить настроение, лучше не смотреть. Потому что, я честно скажу, такое происходит крайне редко и, скорее всего, не с нами. Такое, в основном происходит с кем-то другим, а нам приходится на это смотреть и терять свое настроение и энтузиазм. Это у нас получается 2-й баннер в сезоне. 3-й баннер сезона — это у нас новый герой школы Мороза. Он у нас будет баннер сборный, то есть для новичков скажу, да, что фиксированная школа будет Мороза, и 2-ю школу мы сможем выбрать вот одну из яда либо ледяного взрыва. И здесь вы можете, например, если вы новичок, да, у вас нету, естественно, билдель, я бы посоветовал крутить этот баннер и 2-ю школу выбирать именно ледяной взрыв. И забирать здесь билдель. К билдель, конечно, желательно шинну получить. Как это сделать? Надеюсь, что вам повезет, и вы ее получите. Либо на старте сезона какое-нибудь событие вот с сундуками выбора героев, можете забрать ее там. Если у вас уже есть билдель и шина, то можно добрать Фридгунду. Я бы советовал, конечно, ледяной взрыв собирать в первую очередь, потому что он наиболее универсальный. Вообще, Этерил сильный герой, неплохой. Пока что видно, что она играет в Китае на арене. Как она себя покажет на боссах, я думаю, что какой-то урон она сможет наносить, если у нас, допустим, будет несколько противников на боссе. Тогда она сможет неплохой урон наносить, например, в паре с какой-нибудь Хвитар, либо той же Лосеней, либо Аустером, то есть кого-то можно поставить, и какой-то урон набить. Но то, что они будут в каком-то топе, я сомневаюсь. Она выглядит чисто таким аренным персонажем, хотя если ресурсы прямо ограничены, то есть если вы хотите забрать, собрать разъедание того же Рука, то да, забирайте здесь Рука. При этом яд вообще не играет. Пока что вообще не играет. Это я для новичков говорю. Яд ни в коем случае не выбирайте. Он вообще нигде не используется. Спустя неделю после Этерил у нас будет очень важный баннер с Кульвидой. Это сильный и принципиально нужный герой для команды неустрашимости. Потому что она, помимо того, что увеличит урон команды, естественно, да, но у нее очень важное свойство. На 20% она будет снижать входящий урон по команде. Поэтому ее желательно собрать обязательно. Ну а второй школой я предлагаю выбрать, если у вас интерес есть по арене и шахматам, то вот этого волка теней собрать. Либо, например, если вы хотите где-то в ПВЕ, хотя мне кажется, он сможет выдать, мне кажется, неплохой результат, даже в ПВЕ. Может быть, не такой хороший, как Лильванис, но все-таки сможет. Имею в виду, что если вы не хотите на арене там где-то участвовать, либо шахматы вас утомляют, то Лильванис вам подойдет, если у вас ее нету. Если она есть, но без артефакта, можете брать 2-ю копию, артефакт забрать, он ей нужен. И она вам на боссах ваши вложения отобьет, потому что какой-то урон неплохой она нанесет. В
Перкунта я бы не стал добирать, и Аурору тоже, потому что они пока что играют, по крайней мере, слабенько, я необходимости в них не вижу. Если у вас есть Лильванис с артефакта, можно будет Бернейт добрать. Хотя у нас давно уже призыв не получал эксклюзивных героев, очень давно, поэтому, может быть, скоро Ин добавит еще одного, то есть, например, в следующем сезоне. И спустя неделю после Кульвиды у нас будет баннер с Торгасом. Если у вас китовый, либо удачливый очень аккаунт, и у вас есть Скар, вот этот тролль поддержки, и у вас уже есть, допустим, собранная дикость, пускай даже с Чороком без артефакта, либо без Чорока вообще, то можете его добрать, на самом деле можете. А второй школой, например, дособрать ту же ауру. Если аура у вас есть, то можете дособрать то же самое горение. Потому что дикость, если у них есть хорошая поддержка, то есть тот же Скар, то они вроде как будут на воронке показывать очень неплохой результат. Ну и скорее всего на боссах. Поэтому да. А вот без него сложновато. Я пытался в Китае, я его там забрал. Пытался что-то делать на воронке, они у меня просто умирают. В 4 ДД не живут. Это у нас будет последний баннер с новым героем. И дальше уже пойдут баннеры-конструкторы. Я имею в виду вот такие вот баннеры. В этих баннерах у нас нету фиксированной школы, и обе школы мы выбираем сами. То есть любые. Они не зависят от связи стихий, да, вот это вот всего. То есть любую школу, одну и вторую мы выбираем. Ну и здесь я советую вам добирать тех героев, которых вы хотите добрать. Как бы странно это ни звучало, да. Ну, если вы прокачиваете там Рука до плюс 5, то здесь Рука можете ставить. И там второй команда, если у вас неустрашимый, то, например, там неустрашимых, да. Там Живиньев, ту же самую Гунивар, куклу, ножницы добрать. Ту же Кульвиду, она здесь уже будет доступна, я так понимаю, в пуле героев. Ой, Фридгунду, если вы хотите усилить ледяной взрыв. Ну и все вот это вот. Ну, либо ауру продолжайте собирать. Сбор я не советую, он неплохой, вполне себе неплохой, но более важные есть дела у нас здесь, помимо сбора. И почему я советую все баннеры вот с этими, с конструктора вот эти крутить? Почему я их советую? Потому что, кто знает, кто не знает, да, здесь у нас помимо героев ДД будут доступны герои, эксклюзивные герои поддержки в пуле героев. Это те самые баннеры, где они будут доступны в пуле. В основном у нас только герои ДД. И здесь есть шанс получить редких и очень полезных героев поддержки. И в первую очередь я, конечно же, говорю про того самого тролля Скара. И поэтому, скорее всего, я буду к неустрашимым, например, ставить какое-нибудь горение, чтобы у меня был шанс получить этого вонючего тролля, потому что они его сделали, ну, очень сильным, и как его получить по-другому, я понятия не имею, потому что баннеры на него не планируются в ближайшее, да и в далекой перспективе, я думаю, что тоже. Так что выбирайте свои школы, которые вы хотите усилить, либо дособирать, и по мере возможностей, да, собирайте. Также у нас есть информация, вроде бы, что у нас в конце сезона будет еще баннер на Крисоса. Это довольно-таки сильный герой, эксклюзивный герой поддержки у огня. Он тут и штраф к атаке накладывает, и щиты снимает противникам. И так, что он там еще делает? Лечение накладывает, снимает усиление. То есть он довольно-таки сильный и универсальный герой поддержки. Он вам по-любому пригодится, и если вам ресурсы позволяют, я советую, конечно же, его забрать. Если у вас есть одна копия, я советую забрать еще одну, потому что у него сильный артефакт. И он вам по-любому пригодится. Он не так часто используется на самом деле, но полезный, по-любому полезный. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.